Вот требуется отремонтировать замочек на этой куртке. Замочек сшит вот так вот сложно. Будем распарывать. Следующий этап покажу. Замочек вот готов, молния. Вот, молния готова. Будем его потом сшивать. Сначала будем распарывать. Зашито. Так, замочек одним швом так зашито. Замочек прострочен. И внутри еще вот идет третий шов. Так что 3 шва надо будет распарывать. Замочек выпарила с одной стороны. Вот. Теперь буду наживуливать. Глаз нету. Пользуюсь вот этой древней нитевдевалка. Вот такая. И она у меня. Вот. Это древняя нитевдевалка. И сначала я его приметаю. Замочек. Так. Как он на этой стороне? Приметываю. Наживульку называется. Не приметывать, а наживулю. Обе стороны наживулю. Потом покажу процесс. Вот, это моя вторая рабочая зона после кухни. Кухня первая. Это моя вторая рабочая зона. Ну вот, эти отпорола замочки. Здесь 3 шва. Вот, нажулила этот. Сейчас буду пришивать, сшивать молнии. Вот эти молнии к этой стороне. И дальше второй идет внутренний шов. Для этого я вот так взяла, вспорола подклад. Куртка, блин, пиковская. Шили на века. Вот. И я тоже хочу аккуратно все пришить. Подобрала в тон ниточки. Лапку вот приготовила для сшива молнии. Сейчас буду сшивать первый шов молнии. И также вторую сторону. Кручу, верчу, запутать хочу. Вот, я же сказала, что вот здесь на внутреннее поле, вот с 2 сторон, я вот так вспорола прокладку с 2 сторон. Для того, чтобы прострочить молнию. Второй шов молнии, вот здесь его надо прострочить.
Я вот его снутри сейчас живулю. Вот сейчас я его наживулю, а потом это выверну, а потом прострочу, потом буду полу это выворачивать переднюю спинку. Так что Бринпикс тут намудрил. Но ничего, мы справимся. Когда пристрачивала первый раз молнию, я ее строчила так, чтобы с этой лапкой, вот покажу, я ее строчила вот в эту сторону. Вот мне тут шов видно, как я его строчила. Лапка касалась, ну, лапка шла по кромке зубчиков. Теперь с внутренней стороны оно будет по-другому. Чтобы шов был ровный, надо будет выстрачивать в другую сторону, чтобы лапка зубчиков, лапка касалась зубчиков, и чтобы все было ровненько. Теперь, чтобы зубчики торчали из шва, надо мне как сделать, чтобы она вот так прошла. Ага. Вот. Зубчики будут торчать из шва. Для этого мы будем шить. Так, пробую. Бисмилля. Проверю, пока далеко не ушла. Вот они, зубчики, торчат из шва. И вот так вот молния пришилась. Сейчас вторую сторону тоже прошью, а после этого прострочу вот здесь еще сверху. Так, теперь на этом этапе поменяла лапку. Я поменяла лапку другую. И теперь без живульки уже буду на чистоту, на чистовую прострачивать. Все будет нормально. Все,
С замочком все, я думаю. На кармане вот такая, что-то зацепила где-то или что. Вот такая дырочка образовалась сверху, на самом видном месте. Ну и я решила, вниз подложила заплаточку. И сейчас попробую просто пройти так вот 2 полосочки зигзагом. Посмотрим, что получится. Ну вот замочек поменяла. Вот такая красотень получилась. Вот. Вот снутри вот так вот получилось. На кармашке вот эту дырочку. Ну, ничего лучшего не придумала. Тут нитки в тон. И вот такой сделала. Как бы это. Теперь мне осталось, вот, чтобы замочек пришивать, я распарывала вот здесь внутри куртки. Распарывала. Сейчас это зашью. И все. Моя бонприковская курточка. Будут одевать ее опять с удовольствием. Все чистенько, все аккуратненько. Вот, все ровненько. Так что вот такая работа у дилетанта. Дерзайте.